Привет, дорогие друзья, хорошей, доброй ночи. Именно доброй ночи, буквально, потому что ночь добрая и все довольны. Все довольны, а я, по сути, дезавуирую свое предыдущее видео, где действительно много темных красок о дестабилизации обстановки и так далее. Но она-то происходит, дестабилизация, но только почему она происходит? Меня можно извинить, потому что я поверил. И поверил не я один, поэтому меня можно извинить. Поверили миллионы людей, поверили финансовые рынки, поверили целые правительства, не поверили определенные организации и маленькие скопления людей, которые правят этим миром. Объясню. Я уверен сейчас, не на 100, на 99%, что все это была игра. Да, игра, и кто-то жонглировал, знаете, воздушным шаром. Никаких аналогий с фильмом великого Чарли Чаплина. Смотрите, какая история. Что мы наблюдаем за все время правления Дональда Трампа? Мы наблюдаем понижение и повышение. Чтобы понятно было, самый простой пример – это тарифы. Тарифная война. Я вас сотру в порошок. 5000% тарифы. Вам всем трындец. Финансовые рынки реагируют. Все падает. Причем падает буквально все акции, все. Но фишка в том, что когда что-то очень низко падает, кто-то внизу это подбирает. Вам невыгодно покупать биткоин, к примеру, по 100 тысяч, если вы знаете, что завтра в результате каких-то новостей он будет стоить 70. А когда вы купите за 70, а послезавтра в результате других новостей биткоин вырастет до 120, вы его успешно продадите и заново начнете. Когда у вас есть такой потрясающий инструмент, как управление самым мощным государством мира, когда у вас в друзьях самый богатый человек мира, а совокупное состояние всех ваших друзей, вы можете манипулировать рынком. И кто-то может сказать, это плохо, это очень плохо, и там за такое надо сажать. Тебя могут посадить, если у тебя ни хрена нет за душой. Знаете, как говорят, если украл велосипед, тебя посадят. А если украл миллиард, то вряд ли. Но даже когда ты украл 100 миллионов, тебя могут посадить. Даже были миллиард украли, и их могут посадить. Но когда у тебя все богатства мира, тебя никто не посадит. Ты уже памятник, тебя никто не посадит. Теперь смотрите, дорогие друзья, что я думаю по ситуации, которая произошла. Закралось сомнение тогда, когда показали спутниковые картинки, как иранцы спокойно вывозят обогащенный уран со своих объектов, по которым потом победоносные удары были нанесены. Здесь меня нечто смутило. Но потом опять ты начинаешь верить. Потому что все как-то заваривается слишком серьезно. Страны закрывают свое воздушное пространство, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, все, сейчас будет удар по военным базам. Мне написал товарищ, он юрист, он говорит, все, это удар по военной базе США, это все, это конец. США, конечно, отреагируют. Да нет, потому что не должны они отреагировать, потому что это, я так думаю, договорняк. Многие начали догадываться по разным причинам, да, но сегодня опять всех сердце прихватило, это по-настоящему, по-взрослому. И рынок опять начинает идти вниз, а потом тормозится и отрастает. И это нетипично. Рынок обычно, война, вы что? Понятно, вниз полетит. А он что-то не летит. Такое впечатление, что ряд ребят настолько активно откупали, что знали, что сейчас будет рост. И рост последовал, потому что не то, что гора родила мышь, оно вроде как все получилось, и все стороны довольны. Полетели ракеты по военной базе в Катаре. Но только Иран перед этим предупредил, и Трамп не мог сдержаться для того, чтобы это не рассказать. Иран предупреждает, мы будем стрелять тогда-то, тогда-то. Уберите, пожалуйста, всех людей, и, наверное, технику. А куда же? Да, стреляй в плац, там, где они маршируют. Давай. Полетели ракеты. Наблюдаю сейчас видео из Тегерана. Люди на улицах с флагами очень довольные. Мы нагнули США. У людей праздник.
Вот это ответка. Не побоялись, нагнули. У Штатов радость. Радость почему? Потому что Трамп сказал, что все очень хорошо, никто не пострадал, даже ни один житель Катара не пострадал. Все. Объединенные Арабские Эмираты даже не закрывали-то воздушное пространство, ну там оно как бы, они на час, я так понимаю, его закрывали, и не отменяли рейсы. Потому что мне кажется, что этот игрок, который является нейтральным игроком, вы знаете, да, таким медиатором на Ближнем Востоке, они по-любому знали, что будет именно вот так. Кто-то еще, наверное, об этом знал. Иранцы знали точно. И американцы. Сейчас Дональд Трамп, он на момент записи этого видео, я наблюдаю его прекрасную запись в его соцсети. Мир, там, теперь будет мир. Я дал типа сторонам выпустить пар, и теперь-то уж давайте-ка помиримся. И к Израилю это тоже относится. Здесь единственная сторона, которая может быть не сильно довольна, это израильская власть. Потому что для Нетаньяху продолжение вот этого вот всей победоносной якобы истории, плюс еще и с такими союзниками, ну это однозначно победная ситуация, да. Он там король, и он может на некоторое время отсрочить претензии, которые к нему выдвигаются внутри страны. Тут я не думаю, что он очень доволен. Но что он может сделать? Может ослушаться и начать опять повышать ставки обстрелами какими-то нехорошими, там, убийствами. Я думаю, на это реакция будет уже другой. Ввиду того, как мы уже говорили, что страны Персидского залива, даже те, которые были против Ирана, осудили американские удары, то сейчас разрядка это для всех очень хорошо, очень хорошо. Слишком много денег там сосредоточено, слишком много там денег в стартапах, в элитной недвижимости. Господи, там просто сумасшедшие деньги. Это новое, если имеем в виду там Дубай, да, это новая Монако. Монако курит, это просто для бомжей. Ну или там для сумасшедших, которые готовы снимать квартиру 25 метров за 50 тысяч долларов в месяц. Да? Вот. Это огромное количество денег, средств, и никто не хочет, чтобы там вообще, Саудовская Аравия, что такое? Да это просто. Катар это что? Говорят, что Катар сейчас, это и Оман. Короче, ребята, это все очень серьезные деньги. Это все серьезные инвестиции. Никому там нафиг не нужна никакая война. Трамп сейчас совершает разрядку, подняв ставки, задрав их до космоса. Когда состоялось новое заседание его там чрезвычайного кабинета, все подумали, ну все, это сейчас будет. Чтобы не ядерка только. Ой-ой-ой. А оказалось, что нет. Оказалось, что все это игра. Для чего это делается? Смотрите, я думаю, просто мое мнение, да, что начиная с монеты Трамп, заработок семьи идет просто не спадающими темпами. Да? Они не снижаемые, эти темпы. Постоянно растет. Дело в том, что мне кажется, что семья скоро будет владеть триллионами, что таких состояний просто еще нет, которые скоро будут у семьи. Именно на игре, на понижение, на повышение и так далее. Если ты знаешь, к примеру, что что-то сейчас упадет, ты тоже играешь на понижение, шорт, да, и так далее. Вот. Ты владеешь информацией, которая может сделать из тебя миллиардера буквально за день. Я не утрирую. Миллиардера за день. И Трамп играет. Трамп играет сейчас. Раньше просто это была более кровавая игра, потому что игроком был, допустим, такой человек, как Сорос. Да? Там ничего хорошего ждать не следовало. Трамп – это веселый игрок. Веселый и добрый игрок. Что он исполнит завтра, мы не знаем. Я вам скажу так, что сегодня поверили в то, что это крах, даже люди, которые съели на финансовых рынках, собаку съели и не одну, живьем. И они в это поверили. В том-то фишка, чтобы убедить максимально большую аудиторию в том, что вот все падает, это по-настоящему. Только золото будет укрепляться. Все, ребята, все остальное рушится просто. И когда оно рушится, ты это покупаешь. О каких группах людей я говорил, которые в это не поверили? Понятно же, те люди, которые напрямую даже могут быть не аффилированы с семьей,
и скупать эти активы. Ну и плюс группы людей, которые так или иначе в это вовлечены, то есть, возможно, те же самые Ротшильды и другие ребята, которые управляют всеми финансовыми рынками, не находясь при этом на виду. Вот эти люди, мне кажется, не очень поверили, ну, потому что они знали, что это не так. И сегодня наблюдалась просто ненормальная для такой ситуации скупка. Ну, как это? Закрывают воздушные пространства, ну вы чё? И отрастают рынки. Такого не бывает. Бывает, когда все это игра. Я очень рад, что все сейчас выходит на позитив. Трамп всех помирил и пошел спать, да, условно говоря. Очень рад. Но вы должны понимать, что все это до следующего раза. И в следующий раз мы опять схватимся за голову и скажем: вау, да все, сейчас все рушится. Третья мировая, не иначе. Но это опять будет игра, и опять будет понижение всего, и опять будет откуп внизу. Так вижу. Таково мое мнение, друзья мои. Если у вас другое мнение, можете оставаться при нем. Но то, что я сегодня увидел, это было потрясающе. Такого уровня игрока еще не было в мире. Все, всем мира. Пока.